Ребята, всем привет! Сегодня хочу сделать для вас небольшое аудирование для среднего уровня и продолжить свою историю, как я сдавала на права. Если вы не видели мое прошлое видео, где я об этом рассказывала, то самое время его посмотреть. А для тех, кто забыл, напомню историю. Сейчас я живу в Испании и учу испанский язык. Да-да, я из тех, кто переехал, а язык не выучил. Короче, я решила подтянуть свой испанский, улучшить его и заодно сразу вместе сдать на права, получить лицензию на вождение. И я пошла в автошколу, где все на испанском языке. И я сначала учила теорию, об этом много в прошлом видео, и сейчас расскажу о том, как проходил мой экзамен. Давайте изучим новые слова, которые, возможно, вы не знаете. Итак, сдать на права значит получить возможность водить машину. Инспектор. Инспектор – это тот человек, который принимает экзамен, который вас проверяет. У него есть список с галочками, где он смотрит, правильно ли вы едете. Он называется инспектор. Инструктор. Инструктор – это учитель, который учит вас водить машину. Наступил день экзамена. Это был апрель, то есть весна. И было очень холодно. Несмотря на то, что я живу в Испании, в апреле, особенно утром, бывает холодно. Днем в апреле здесь уже как летом, то есть тепло, но утром, я сдавала экзамен утром, было холодно. Вместе со мной сдавала экзамен еще 5 других учеников. Экзамен сдают по 2 человек. И я была 4-й, то есть 2-я во 2-й подгруппе. Мне нужно было ждать своей очереди. И вот, время моего экзамена пришло, а никого нет. То есть ребята из 1-й подгруппы, первые 2 человека уехали и еще не вернулись. И у меня начинается паника. Я начинаю сильно переживать. Может быть, я где-то стою неправильно. Может быть, они уехали без меня. Я начинаю очень сильно переживать. Но все-таки машина через 10 минут приехала. То есть мой экзамен задержался на 10 минут. Я сажусь на пассажирское сиденье сзади, и вместе со мной сдает экзамен один парень. Будем называть его Иван. Иван ведет первым, затем я. Поэтому я сижу на пассажирском сидении. Инспектор
начинает говорить инструкции. То есть поверни направо, поверни налево, едь прямо. Ну, вы поняли. Дождь на улице. В Мадриде дождь. Да, yes. Ладно, мы начинаем ехать, и инспектор дает инструкции. И тут я понимаю, что мы едем в самую сложную часть города. Перешла гроза. Ой, жесть. Сейчас, секунду. Так будет лучше. Короче, и мы едем в самую сложную часть города для меня. Там большинство людей экзамен, не сдают ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Почему? Потому что там очень узкие улицы. Вот это широкие, это узкие улицы. И еще там очень много знаков стоп, вот таких вот. И очень много неправильно припаркованных машин. И еще важная деталь. Там есть круговое движение. Круговое движение это вот так. Есть круговое движение со светофорами. И это круговое движение для тех, кто только учится водить, очень сложное. Я оставлю схему здесь. Можете посмотреть вот тут. И в это время я начинаю бояться еще сильнее, потому что это очень сложно. Это моя третья попытка сдать экзамен. Тем временем наш Иван подъезжает к этому самому круговому движению. И внутри себя я очень этому рада. Почему? Потому что это значит, что мне не придется его проезжать. Мне не придется ехать по нему. Парень проезжает его неправильно, и инструктор говорит ему припарковать машину. И тут наш с вами Иван, у него уже, кстати, есть права в его стране, паркует машину просто в самом ужасном месте. Оно очень узкое, это место, и из него тяжело выехать. И тут наступает моя очередь сдавать экзамен. Я сажусь на водительское сиденье. Это то сиденье, где сидит водитель и где руль есть. И я понимаю, что я не знаю, как выехать с этой парковки, потому что я не могу поехать назад, и я не могу поехать вперед, не задев машину. И все, я понимаю, что это конец, я точно не сдам экзамен. Но кое-как я оттуда выехала. Я включила свою телепатию и вспомнила все, что мне говорил мой инструктор. И я выехала из парковки и поехала. И тут инспектор говорит мне, что сейчас первые 10 минут я еду сама, без инструкций. И, честно говоря, я никогда так не ездила. Всегда на уроках я ездила только по направлениям своего инструктора, то есть учителя. Конечно, это стресс. Но при этом он говорит, что я не могу все время ехать прямо.
Ну, конечно, ведь будет легко. Я должна время от времени куда-то поворачивать, в общем, делать что-то сложное. И я еду прямо и понимаю, что я уже долго еду прямо и надо куда-то свернуть, но я не знаю куда. И тут мой инструктор показывает мне вот так вот рукой, вот так вот под сиденье, вот так вот, знаете, как в школе, что давай, сворачивай тут, типа, хорошее место для поворота. Я сворачиваю, еду еще немного, и тут инспектор говорит, все, хватит, теперь едем по моим инструкциям. Инспектор говорит мне, сворачивай налево, сворачивай направо, и я понимаю, что мы снова приезжаем в то самое круговое движение, просто с другой стороны. Внутри меня начинается паника. Я начинаю потеть, у меня кожа влажная. У меня начинают трястись руки. И я опять думаю, все, это конец. Придется сдавать снова. Но здесь мы выезжаем, и я снова включила всю свою внимательность и очень-очень тщательно следила за каждым светофором. Плюс мне еще повезло, что нужно было проехать вот так. То есть не нужно посередине ехать. И я все проехала, радуюсь, сижу, и инспектор говорит мне, все, едем обратно. Обратно мы едем через шоссе. То есть шоссе — это такая дорога, где все машины едут очень быстро. 120 километров в час. И я, все еще мне страшно ездить по такой дороге. Почему? Потому что когда на нее заезжаешь, вот она дорога, и вот заезжаешь, нужно вклиниться в поток, то есть, чтобы здесь машина не затормозила из-за тебя, и сюда не врезаться. Поэтому вот это вот называется вклиниться. И когда съезжаешь с этой дороги, нужно резко сбавлять скорость, давить на тормоз и видеть скоростные ограничения. И я в этом очень плоха. Каждый раз, когда мы ездили на уроках, я все время превышала скорость на 15, на 20 километров в час. Это было просто постоянно. И, конечно, для меня это тоже стресс. Еще я сдавала на права на ручной коробке передач. Коробка передач, вот я здесь оставлю картинку. Это такая штука, где ты переключаешь скорости машины. И тебе нужно следить за тем, чтобы у тебя была включена правильная передача. Это тоже сложно. В общем, я успешно съехала, не без помощи моего инструктора. Он показал мне, чтобы я давила на газ, чтобы я давила на тормоз сильнее, иначе я опять превышу скорость. И вернулась в место начала экзамена, и на этом мой экзамен закончился. Мой инструктор сказал мне, что я проехала очень хорошо, прям идеально, и я сдала экзамен. Конец истории. Сейчас давайте посмотрим
как хорошо вы ее поняли, и ответим на вопросы. Это был апрель, то есть весна. И было очень холодно. И я была четвертой, то есть вторая во второй подгруппе. Но все-таки машина через 10 минут приехала. То есть мой экзамен задержался на 10 минут. Почему? Потому что там очень узкие улицы, вот это широкие, это узкие улицы. И еще там очень много знаков стоп, вот таких вот. И очень много неправильно припаркованных машин. Потому что это очень сложно. Это моя третья попытка сдать экзамен. И я понимаю, что мы снова приезжаем в то самое круговое движение. И тут наш с вами Иван, у него уже, кстати, есть права в его стране, паркует машину просто в самом ужасном месте. Оно очень узкое, это место. И тут мой инструктор показывает мне вот так вот рукой, вот так вот под сиденье, вот так вот, знаете, как в школе, что давай, сворачивай тут, типа, хорошее место для поворота. Не без помощи моего инструктора, он показал мне, чтобы я давила на газ, чтобы я давила на тормоз сильнее. И вместе со мной сдает экзамен один парень. Будем называть его Иван. Ну что, надеюсь, вам понравилось, и эта практика была полезной. Увидимся в следующих видео. Пока!